Всем привет, меня зовут Наталья, и вы находитесь на моем канале «Все в жизни связано». И сегодня мой видеоурок будет посвящен вязанию вот такой красивой, легкой, летней, ажурной футболочки, связанной из хлопковой пряжи. Футболка объединяет в себе вот такой ажурный узор и лицевую гладь. Для того, чтобы не нарушать ажурный узор, я использовала в этой модели не классический росток, а азиатский росток, чтобы у нас вот этот ажурный рисуночек смотрелся красиво и нигде не нарушался. Значит, изначально, девочки, у меня была идея немножко другая. Изначально я хотела всю эту футболку связать вот этим рисунком ажурным, для того, чтобы она была вот такая вся воздушная, легкая, и просвещающаяся и ажурная. Но по мере того, как я вязала кокетку, я все-таки примеряла на себя. И вот эти вот дырочки, они такие не маленькие, и поэтому вот такой совсем-совсем ажурная, она или на любителя первая, или на классную фигуру. Для девчонок, которые молоденькие и худенькие, это 100% зайдет. Можно вязать всю футболочку вот таким рисунком ажурным. Будет очень-очень даже красиво. Ну, а кто не такой смелый или не обладает достаточно идеальными формами, можно использовать мой вариант. Я вязала всю спинку ажурную, рукава у меня ажурные, а впереди я использовала лицевую гладь. Еще может быть третий вариант, это кокетка и по переду, и по спинке может быть ажурной, а низ уже дальше, так как впереди, так и сзади, можно использовать лицевую гладь. Это вы уже смотрите по своему вкусу, по своему желанию и так, как вам больше нравится. Значит, можете использовать любой вариант, который я вам только что озвучила. Значит, какие особенности в данной футболке? Хочу обратить ваше внимание на красиво оформленную вот такую необычную горловину. У меня идет вот здесь такой ажурный зубчатый край, который заканчивается планочкой из чередование лицевых и изнаночных рядов, то есть платочной вязки, и имеет вот такую законченную красивую окантовочку. Также у меня вот здесь низ тоже красиво закончен зубчиками, соответственно, с такой же планочкой, как и у горловины, и оно прекрасно гармонирует между собой. И точно так же рукава. Вот так красиво, аккуратно они оформлены и очень симпатично смотрятся и низ, и рукава, и горловина. Значит, теперь хочу вам рассказать, что касается размеров. Я уже неоднократно вам рассказывала, что очень легко любой мастер-класс, любую модель адаптировать под свой размер, если эта модель вяжется регланом сверху. Почему? Потому что чем дольше вы вывязываете регланную линию, тем больше у вас образуется прибавочек с двух сторон регланной линии, и тем шире у вас получается ширина изделия. Поэтому для маленьких размеров небольшая регланная линия, для больших размеров более длинная регланная линия, за счет этого увеличивается размер. Я вам сейчас померяю в сантиметрах, как получилось, а вы будете ориентироваться уже на свои размеры и в процессе вязания будете примерять на себя и решать, достаточно вам или недостаточно. У меня, значит, регланная линия 22 сантиметра. И что у меня получилось по ширине изделия? По ширине изделия у меня получилось 50 сантиметров ширина изделия. Здесь она гуляет туда-сюда, но, в общем, в среднем 50 сантиметров у меня получилась ширина изделия. Значит, чем длиннее вяжете регланную линию, тем шире изделие у вас получается. Значит, у меня а также эта ширина изделия зависит, конечно же, от метража пряжи, от величины спиц и так далее. Это я вам все замеры говорю.
относительно того, из какой пряжи вязала я и какими спицами я пользовалась. Сейчас я еще вам померяю длину изделия моего. Длина у меня 59-60 сантиметров. Это все вы можете корректировать по своему желанию. Кто-то, может, захочет короткий топ, кто-то захочет более удлиненную, как тунику сделать эту футболочку. Это все варьируется по ходу вами уже самостоятельно. Значит, что касается пряжи. Я использовала бобинный хлопок. Вот это у меня он уже перемотанный в моточек. Он тоненький. Это метраж у него 1600 метров на 100 грамм. Вот такая идет тоненькая ниточка. Я вязала в 2 нитки. Это, соответственно, выходит у меня 800 метров на 100 грамм. И плюс я использовала вот такую пайетку на хлопке. Ее метраж тоже 800 метров на 100 грамм. Соответственно, у меня пайетка плюс 2 нити. Получился итоговый метраж 400 метров на 100 грамм. И это для такой хлопковой пряжи и для хлопкового изделия довольно-таки тоненький метраж, поэтому футболка получилась очень легкая, тонкая и как раз на лето. Значит, если вы будете использовать пряжу с другим метражом, то вам придется подбирать самостоятельно и номер спиц, и делать уже самостоятельно расчеты. Я делала расчеты, исходя из своей вот этой тоненькой пряжи. Итак, итоговый метраж 400 метров на 100 грамм. Сейчас очень большое количество различной пряжи. Можно не только хлопок использовать, а и разные пряжи с другими натуральными составами, такие как лен, шелк, бамбук, крапива. Их много-много-много всяких разных составов, смесовочки всевозможные. И подобрать метраж 400 метров на 100 грамм, я думаю, не составит вам особого труда. Что касается расхода. У меня эта футболочка весит 190 грамм. И на нее у меня ушло 110 грамм пайетки и 80 грамм хлопка всего лишь. Но это потому, что тоненькая нить, как я вам уже и сказала. Очень экономичный метраж получился. Итак, кроме пряжи, что еще вам понадобится? Вам понадобятся спицы круговые, маркеры и игла с широким ушком, чтобы прятать потом кончики. Что касается спиц, основное полотно я вязала на спицах номер 4. А горловину для каждого размера понадобятся разные спицы. Если вы вяжете на большой размер, начиная от XL и дальше, вы можете использовать тоже спицы номер 4 и не менять их на протяжении всего изделия. Как начали четверочкой, так и закончили четверочкой. Те, у кого маленький размер XSS, вы можете, чтобы не менять количество петель, которые я вам даю, вы можете использовать для набора горловины и планки вот этой спицы номер 3. А для среднего размера ML вы можете использовать спицы номер 3,5. Если вот так играть с номером спиц, то для каждого размера не придется вам менять количество петель, которое я вам даю и которое я здесь уже рассчитала. Многие просят указывать плотность вязания моего. Я, конечно, померила и вам укажу, но, опять же, для вязания регланом сверху я считаю, что эта информация не обязательна, потому что каждый вяжет в своей плотности и в своем ритме, и в своем режиме. Это все можно всегда примерить и можно подкорректировать. Значит, моя плотность, лицевая гладь 25 петель на 29 рядов, ажур 24 петли на 26 рядов. Ну, это так, для ориентира, кому необходима эта информация. Значит, как я уже сказала, футболка, на мой взгляд, очень симпатичная, ажурная, легкая, струящаяся, совершенно не жаркая и в то же время очень красивая за счет вот этой пайетки, вот на солнышке особенно, или потом уже при искусственном освещении вечером она придает
очень крутой такой мерцание, блеск и создает нарядный очень эффект. Кому понравилась данная модель, присоединяйтесь к нам и вяжите с удовольствием. Я думаю, что у вас все получится. Обязательно подпишитесь на мой канал, потому что у меня очень много планов и мыслей о том, чтобы еще такого интересного вам дать. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить выхода нового мастер-класса. И кому понравилась данная модель, и кто будет со мной вязать, даже кто не будет вязать, но понравилась модель, ставьте лайк. Мне приятно, и я вижу, что я работаю не зря. А теперь можем приступать к вязанию. Итак, приступаем с вами к вязанию. Значит, на спицы для размера XSS на спице номер 3, для размера ML на спице номер 3,5 и для размера XL и дальше на спице номер 4 набираем 132 петли и замыкаем их в круг. Важно, девочки, учесть, что количество петель, которые мы набираем, должно быть кратно 2 и должно быть кратно 4. Кратно 2 для того, чтобы мы с вами смогли связать такую горловину зубчиками, и кратно 4 для того, чтобы мы могли с вами вязать рисунок наш ажурный. Итак, я набрала необходимое мне количество петель, замкнула наши петли в круг. Вот это у меня лицевая сторона. Я разворачиваю свое вязание на изнаночную сторону, перевожу рабочую нить, надеваю маркер, и мы начинаем вязать с вами первый ряд нашего наборного края зубчиками. Итак, что мы делаем? Первая наша петля у нас будет не провязанная, а вот таким образом поднятая дополнительная. Вторую петлю мы с вами провязываем лицевой. Первый ряд всегда сложнее провязывать, потому что я набираю всегда на одну спицу. Стараемся за заднюю стеночку. Лицевой провязываем вторую петлю. Следующая петля у нас снова будет дополнительная. Мы вот так вниз заводим спицу правую, подхватываем рабочую нить и поднимаем дополнительную петлю. Следующая петля снова за заднюю стеночку, лицевая. И так далее. Чередуем дополнительные петли и лицевые, дополнительную и лицевую. И еще раз показываю. Вот таким образом вниз правую рабочую спицу, вниз подхватываем рабочую нить и выводим наверх. Следующую петлю провязываем лицевой. Вниз подхватываем дополнительную, следующую лицевой. И так с вами продолжаем вязать этот ряд самостоятельно до конца. Так, первый ряд провязан, перебрасываем маркер, и как мы вяжем с вами второй ряд. Значит, первая петля у нас была дополнительная, поднятая, ее мы не провязываем, а снимаем на правую спицу, нить при этом за работой. Следующую петлю мы провязываем с вами изнаночной. Снова снимаем ту, которую мы дополнительную набирали, и следующую провязываем изнаночной. Снимаем нить за работой, изнаночная. Дополнительную снимаем нить за работой, следующую провязываем изнаночной. И так чередуем до конца ряда. Снимаем нить за работой, изнаночная. Снимаем нить за работой, изнаночная. Вяжем самостоятельно второй ряд. Итак, второй ряд провязали, и последний третий ряд нашего наборного края будем провязывать следующим образом.
Теперь мы будем возвращать количество петель к первоначальному количеству. Значит, теперь по 2 петли вместе мы будем провязывать лицевой за заднюю стенку. И поднятую петлю, и ту петлю, которая набранная у нас была. Вот таким образом просто за заднюю стеночку провязываем по 2 петли лицевой. Все, вяжем самостоятельно до конца ряда. Все, наборный зубчатый край у нас с вами готов. И теперь мы переходим с вами к планочке, которая у нас будет между наборным краем и уже основным изделием. Эта планочка у нас будет вязаться платочной вязкой и состоять из 6 рядов. Первый ряд мы начинаем вязать лицевыми петлями, и потом будем чередовать ряды лицевые с изнаночными. Значит, это я вам каждый ряд я вам показывать не буду, потому что здесь нет ничего сложного. Просто чередуем лицевые и изнаночные ряды 6 раз. Вот сейчас мы начали с лицевого. Вот вяжем лицевой, изнаночный, лицевой, изнаночный, лицевой, изнаночный. И встречаемся, когда планочка эта будет у нас готова. Все, провязала 6 рядов платочной вязкой. И теперь 7-й ряд у нас будет распределительный. Мы будем с вами отделять петли рукавов, петли спинки и петли переда. Значит, начинаем от петель рукавов. Начинаем мы вот отсюда, от 2 петель регланной линии. Провязываем с вами 2 петли регланной линии и надеваем маркер. Дальше у нас идут 12 петель рукава. Провязываем все петли в этом ряду лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Надеваем маркер. Дальше у нас 2 петли регланной линии. 1, 2 и снова надеваем маркер. Как вы заметили, количество петель на рукаве у нас 12, оно кратно 4, потому что на следующем рисунке нам нужно количество петель кратное 4, чтобы было. И как вы видите, я распределила петли все таким образом, что и количество петель на спинке, и на рукавах, и на переде делится на 4, чтобы нам удобно было начинать вывязывать наш рисунок ажурный. Так, дальше у нас идут 48 петель спинки. Вяжем самостоятельно лицевыми петлями. Итак, я провязала 48 петель спинки. Снова надеваю маркер. Провязываю 2 петли регланной линии. Вот они у нас. И снова надеваю маркер. И дальше у нас идут снова 12 петель рукава. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Надеваем маркер. И последняя регланная линия 2 петли. И снова надеваем маркер. И дальше самостоятельно провязываем все 52 петли переда лицевыми петлями. И теперь со следующего ряда у нас будет начинаться основной ажурный рисунок. И мы с вами переходим на основные спицы номер 4. Для того, чтобы удобно мне было переходить, потому что я уже начну сейчас делать накиды с 2 сторон регланной линии, я не довязала последние 2 петли в этом ряду. И начну и довяжу их уже на спицах номер 4. Для того, чтобы удобнее мне потом было сделать накид. Итак,
мы начинаем с вами первый ряд. Теперь мы будем делать накиды в нечетных рядах с двух сторон регланной линии. Накиды у нас будут с наклоном вправо и с наклоном влево. Для этого сейчас мы вяжем первый накид, он у нас с наклоном вправо должен быть. Для этого мы поднимаем вот эту перемычку от предыдущих петель на левую спицу, надеваем, и за переднюю стенку следующим образом провязываем лицевой. Дальше мы провязываем лицевыми 2 петли регланной линии. И следующий у нас накид будет с наклоном влево. Мы поднимаем точно так же перемычку и теперь надеваем просто вот таким образом с обратной стороны и провязываем за заднюю стенку. Итак, мы прибавили с двух сторон уже в этом ряду по 1 петле. И теперь мы, собственно говоря, начинаем вывязывать рисунок. Схему вставлю вам на экране. Итак, я вам покажу первый и второй ряд. Рисунок у нас состоит из 2 рядов и 4 петель. Я вам покажу первый и второй ряд, дальше будете вязать самостоятельно. Итак, первый ряд, начало рисунка у нас начинается с двойной петли, провязанной с наклоном вправо. Что мы делаем? Мы провязываем первую петлю лицевой, надеваем ее на левую спицу и перебрасываем через нее предыдущую петлю. Вот таким образом. Далее мы делаем с вами вот так двойной накид. 1, 2. 2 раза. И дальше что мы делаем с вами? Дальше мы провязываем петлю с наклоном, 2 петли вместе с наклоном влево. Мы первую петлю снимаем, не провязывая. Следующую петлю мы провязываем лицевой и перебрасываем через нее снятую петлю. Вот это у нас провязан с вами один раппорт. И далее мы с вами повторяем. Следующее у нас идет 2 петли вместе с наклоном вправо. Первую петлю мы провязываем, возвращаем на левую спицу и перебрасываем предыдущую петлю через нее. Дальше у нас идет двойной накид и 2 петли с наклоном влево. Первую петлю снимаем, вторую провязываем и перебрасываем снятую петлю. Вот у нас второй раппорт провязан. И повторяем все то же самое. Здесь у нас в рукаве еще один раз мы повторяем. Значит, провязываем лицевой, первую петлю возвращаем на левую спицу и перебрасываем предыдущую петлю. Это мы провязали 2 вместе с наклоном вправо. Дальше двойной накид и 2 петли с наклоном влево. Первую снимаем, вторую провязываем и перебрасываем снятую петлю. Вот у нас на рукаве с вами получилось 3 раппорта рисунка. Дальше у нас идет регланная линия. В нечетном ряду мы всегда делаем прибавки. Значит, первая прибавка у нас с наклоном вправо. Мы поднимаем перемычку, надеваем на левую петлю и за переднюю стенку провязываем лицевой. Дальше 2 лицевые регланные линии провязываем, перебрасываем маркер и прибавку с наклоном влево. Вот таким образом набрасываем перемычку и за заднюю стенку провязываем лицевой. Дальше у нас идут петли спинки. Мы вяжем рисунком точно так же, как я показывала вам на петлях рукава. Итак, начинаем с 2 петли вместе с наклоном вправо. Для этого мы первую петлю провязали лицевой, вернули на левую спицу и перебросили предыдущую петлю, вернули на правую. Двойной накид и 2 петли с наклоном влево. Первую сняли, вторую провязали и перебросили петлю. Все, таким образом вяжем с вами дальше рисунком петли спинки. Дальше не забываем делать прибавки с 2 сторон маркера, потом петли рукава, прибавки с 2 сторон регланной линии и петли переда. Вяжем точно так же по рисунку самостоятельно. Провязала первый нечетный ряд с рисунком. Четный ряд мы провязываем лицевыми петлями. Лицевыми петлями мы провязываем и дополнительные вот эти петли, которые
прибавки делали с двух сторон регланной линии, и все петли рисунка тоже провязываются лицевыми петлями. Сейчас вам покажу, как накид будем провязывать. Вот у нас идет двойной накид, который мы с вами делали. Итак, первый накид провязываем следующим образом, снимаем, и второй накид за заднюю стеночку провязываем вот таким образом. Дальше у нас идут снова 2 лицевые. И вот у нас следующий накид. Первый накид за переднюю стенку и снимаем, второй накид за заднюю стенку и снимаем. И таким образом провязываем весь нечетный ряд. Просто лицевыми петлями. Вот у нас уже образуется вот такой рисуночек. Итак, провязано у нас 2 ряда, первый и второй, четный и нечетный и четный ряд. И теперь эти 2 ряда повторяем на протяжении всей длины регланной линии, которая вам необходима. Значит, в первом нечетном ряду мы делаем прибавки с 2 сторон регланной линии и вяжем рисунок. В четном ряду мы провязываем все петли, включая прибавки и накиды, лицевыми петлями. Те петли прибавочные, которые мы добавляем в каждом нечетном ряду с 2 сторон регланной линии, мы постепенно включаем, вводим в рисунок. Постепенно. Когда петель не хватает, например, вот сейчас нам нужно вязать 3-й ряд, у нас вот одна добавленная петля, она еще в рисунок у нас не включится. Мы просто ее провязываем лицевой. Когда будет достаточное количество прибавленных петель, чтобы ввести их в рисунок, мы просто вводим их в рисунок. Все. Дальше вяжем самостоятельно, чередуя первый и второй ряд, делая в нечетных рядах прибавки, а в четных рядах провязывая все петли лицевыми до необходимой длины регланной линии. Все, вяжем самостоятельно, потом включимся, когда регланная линия будет связана, и мы будем с вами вывязывать азиатский росток. Итак, девочки, я довязала необходимую длину регланной линии. Вот я на свой размер сейчас вам померяю, сколько она у меня вышла. Итак, вот от начала. И меряю вместе от начала вязания, меряю, потому что у нас свободная горловина. Вот где-то 23, может, если потянуть, 24 сантиметра у меня получается на мой размер. Мне достаточно, вы ориентируетесь на свой. И я распределила петли переда, рукавов и спинки все на отдельные спицы. Ну, вот у меня вот лески с заглушками, а вы можете на дополнительную нить, у кого нет лесок, либо на дополнительные спицы. Вот у меня, допустим, перед отдельно, рукава отдельно и спинка отдельно. Сейчас мы с вами будем вывязывать азиатский росток. Значит, при распределении петель учитывайте, что вот эти по 2 петли регланной линии с 2 сторон рукава, что мы вязали, они все у вас должны уйти либо на спинку, либо на перед. То есть на рукава мы снимаем только чистые петли рукава. Все остальное у нас уходит на перед и на спинку. Значит, так как здесь у нас мы вязали по кругу все абсолютно одинаково, вы просто сами определяете и решаете, где вам делать перед, где спинку. И начнем с вами вывязывать азиатский росток. Азиатский росток можно было бы вывязать и классический, но я всегда, когда вот такой, когда изделие с вот таким красивым ажуром, и для того, чтобы его не нарушать при вывязывании поворотных рядов, я обычно вяжу азиатский росток. Он тогда не заметен и не нарушает рисунок. Значит, вот я уже на отдельные спицы отделила спинку. И сейчас буду вязать азиатский росток поворотными рядами. Мы продолжаем вязать наш рисунок точно так же, как мы вязали при круговом вязании. Лицевые ряды провязываем точно так же.
а изнаночные ряды в круговом вязании мы все петли провязывали лицевыми, в изнаночном ряду при поворотном вязании мы все петли будем провязывать просто изнаночными петлями. И провязываем росток где-то примерно 4-5 сантиметров, не больше. Почему? Потому что у нас свободная горловина. Если бы у нас горловина была под горло, мы бы провязывали большей высоты росток. А так как у нас горловина свободная, то мы провязываем 4-5 сантиметров, не больше. Для небольших размеров достаточно будет 4 сантиметра, для больших размеров где-то 5 сантиметров. Итак, единственный нюанс при вывязывании ростка при поворотном вязании — это мы первую петлю всегда в начале ряда будем снимать и последнюю петлю кромочную провязывать изнаночной петлей. Значит, а дальше мы с вами смотрим по рисунку. Вот просто по рисунку смотрим, как нам дальше вывязывать. Вот у меня здесь так, значит, у меня вот таким образом сложился рисунок. У вас может быть и по-другому, потому что у всех будет высота пройм разная. Значит, я начинаю просто с одной лицевой. Дальше у меня идет 2 петли, провязанные вместе с наклоном вправо. Дальше идет двойной накид. И все по рисунку. 2 петли с наклоном влево, 2 петли с наклоном вправо. Снова двойной накид и так далее. Все, вяжем самостоятельно. Итак, я провязала по спинке росток. Вот у меня получился он 5 сантиметров. И дальше я буду снова соединять наше вязание в круг. При этом сейчас будем набирать подрезы под рукавами и продолжать вязать перед. Значит, это петли рукава мы пропускаем и будем соединять петли спинки с петлями переда. Значит, для начала нам нужно набрать 6 петель подреза. Вот набираем мы следующим образом. Вот таким образом набрасываем на спицу на правую. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 петель. И теперь в этом месте просто хорошенько будем подтягивать петельки. И переходим на перед. Значит, перед я буду дальше уже после кокетки провязывать лицевыми петлями, лицевой гладью. А спинка у меня будет оставаться ажурная. Поэтому далее все петли переда провязываю я лицевыми петлями до следующего рукава. Дошла до второго рукава и точно так же набираем 6 петель подреза на правую спицу. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И соединяем петли переда со спинкой. Таким образом мы замыкаем наше вязание снова в круг. И дальше будем продолжать вязать по кругу. Значит, я буду вязать ажурную спинку и лицевой гладью перед. Поэтому спинку я дальше у меня есть спинка, я спинку буду вязать по рисунку. А вы смотрите, как вам удобнее. Может быть, вы захотите весь ажурный джемпер, может быть, захотите так, как я.
Если будете вязать так, как я, то петли подреза тоже будем вязать лицевыми петлями. Все, дальше самостоятельно вяжем по кругу необходимую длину нашей футболки топа. Итак, я провязала необходимую мне длину моей футболочки. Смотрите, девочки, вот это перед у меня здесь идет после кокетки лицевая гладь. Спинка у меня вот полностью ажурная. И в конце, в самом, я провязала 6 рядов платочной вязки, то есть лицевой ряд изнаночный, лицевой изнаночный, лицевой изнаночный. И 7-й ряд я провязала лицевой. И вот теперь на вот этом 7-м лицевом ряду я буду закрывать петли. Петли я буду закрывать зубчатым симпатичным таким ажурным краем, который я вам уже показывала в своем предыдущем видео более детально, как его вязать. И сейчас я еще раз, кто не видел, продублирую. Таким образом, я вот 2 петли еще не довязала последнего ряда своего. Таким образом я буду формировать низ своей футболки. Итак, первую петлю мы снимаем, вторую петлю провязываем лицевой и набрасываем на нее снятую петлю. И теперь из вот этой петли, которая на правой спице, мне нужно провязать 3 петли. 1. Это если бы мы вязали крючком, это были воздушные петли. Еще 2. И еще 1. 3. Теперь что мы делаем? Мы берем вот эту петелечку, из которой мы начинали вязать, приподнимаем и провязываем еще раз вот таким образом лицевую петлю. И теперь первую петлю набрасываем на вторую. Вот таким образом. Так у нас сформировался первый зубчик. Дальше мы провязываем следующую петлю просто лицевой, набрасываем на нее предыдущую, еще одну петлю провязываем лицевой и набрасываем на нее предыдущую. И снова начинаем формировать зубчик. Вот в эту петлю, которая на правой спице, мы провязываем 3 петли лицевых. 1, 2 и 3. Теперь под вот эту дужечку вводим правую спицу и провязываем еще одну лицевую петлю. И перебрасываем. Ой, соскочила. Извините. Так, еще раз. И предыдущую петлю перебрасываем. Вот таким образом сформировали второй зубчик. И дальше снова точно так же лицевая, перебросили, лицевая, перебросили. И дальше 3 лицевые петли вот в эту петлю. 1, 2 и 2 и 3. И теперь вот эту петелечку лицевая и перебрасываем дальше. Сейчас еще один провяжу и покажу, что у нас получается. Итак, теперь следующая лицевая и перебросили, лицевая и перебросили. Как вы уже поняли, мы через 2 петли формируем зубчики. И дальше формируем снова зубчик. 1, 2 и 3. Находим стеночку нижней петли, провязываем лицевой и перебрасываем. Лицевая, перебросили, лицевая, перебросили. Так, итак, вот у нас получается вот такой вот зубчатый край. Видите?
низ изделия у нас будет зубчиками, немножко похож на тот край, которым у нас была набрана горловина. Все, продолжаем так самостоятельно, заканчиваем полностью весь низ изделия. Итак, я закрыла низ изделия. Вот такой вот симпатичный у нас получился край. Вот такой зубчатый, ажурный, как раз подходящий под модель и под сезон, под летнюю футболочку. Значит, теперь нам осталось с вами связать рукава. Я один рукав связала уже, для того, чтобы вам показать. Посмотрите, вот такой вот у меня получился в футболочке рукав. Тоже у него вот такой вот низ. Так же, как и низ футболочки, я оформила зубчатый краешек и такая окантовочка. Теперь, что самое важное по рукаву. Я вот уже на втором рукаве пересняла петли рукава на рабочую спицу. И дальше мы с вами должны будем поднять петли вот здесь по переду, по петлям подреза и по ростку, по нашему, по азиатскому. Поднимать будем такое количество, чтобы не образовывалось вот здесь лишних дырочек, лишних отверстий. Потом можно будет в первом ряду сократить немножко, если будет сильно много петель. Это вы будете уже смотреть по своему рисунку и по своей ширине рукава. Значит, что здесь важно учитывать? Посмотрите, у меня теперь вот рисунок ажурный по всему рукаву, и для того, чтобы при вязании в круговых рядах при переходе с одного ряда на другой у меня не был виден этот переход, я сделала вот такую полосочку, вот там, где петли подреза у меня, я сделала вот такую полосочку из 4 петель лицевыми. И у меня идет ажур от этой полосы и до этой полосы. И тогда получается очень красиво, аккуратно. Под рукой эту полосочку не так уж и заметно. И поэтому я решила, что так будет красивее и лучше, чтобы не состыковывать рисунок с рисунком по кругу. Значит, мы здесь с вами набирали 6 петель подреза. Так вот, я взяла центральные 4 петли и их продолжала вязать просто лицевыми петлями. А дальше уже у меня пошел формироваться рисунок. Что касается длины рукава, вот вы можете видеть, вот так, вот столько я провязала от подрезов. Сейчас я померяю. Вот весь он полностью у меня получился. 10 сантиметров. Это где-то я провязала, наверное, там 8,5-9 сантиметров рисунком. И потом у меня пошла вот эта окантовочка из 7 рядов. Платочной вязкой. Итак, приступаем к вязанию рукава. Значит, я пересняла, как я уже сказала, петли основные рукава. Я не буду вам говорить по количеству петель, потому что каждый будет вязать на свой размер, и количество петель будет разное. Значит, я просто скажу ориентировочно, вот как было у меня, чтобы вы могли ориентироваться. Значит, у меня вот здесь 64 петли. Потом 6 петель, которые подреза, они тоже поднимаются, это уже 70. И с одной и с другой стороны я подняла еще дополнительно 6 петель всего в общей сложности. Здесь со стороны лица тут всего лишь до подреза, наверное, одна поднимется, а остальные 5 поднимутся со спинки. У меня, в общем, по периметру получилось 76 петель, но это я вам просто для ориентира говорю. Единственное, что помните, что количество петель должно быть четным, потому что у нас рисунок кратный 2, и центральная полоса из 4 петель, она тоже кратная 2. Итак, начинаем поднимать петли. Значит, одной левой спицей слева поднимаем необходимое количество, вот до середины подрезов, а правой спицей справа, для того, чтобы
было удобно. И посерединке мы повесим с вами маркер. Итак, поднимаем таким образом, чтобы как можно меньше образовывалось вот отверстий у нас потом. И когда будем провязывать, тоже будем смотреть, то ли две вместе провязывать, то ли скрещенной провязывать петлей. Главное, чтобы у нас было все здесь с вами аккуратно. Итак, тут пошли петли подреза, поднимаем 6 петель. Один, два. Наверное, пропустила. Вот два. Два. Три. Так, 3 и дальше на другую спицу поднимаем. Все, подняла. Теперь надеваем маркер и начинаем провязывать с вами. Первый ряд, вот эти поднятые петли вяжем просто лицевыми, здесь уже пристраиваемся и вяжем рисунок дальше, а уже там второй ряд у нас вообще весь будет лицевой, так как он четный, а уже с третьего ряда мы будем вот эти поднятые петли просто вводить в рисунок и уже дальше вязать. Итак, присоединяем нить. Рекомендую вам, я всегда так рекомендую, оставить вот такой кончик нити. Сейчас покажу. Вот такой примерно кончик нити. На всякий случай, если вдруг где-то все-таки у вас образуется отверстие, там, где подняты петли, чтобы вы могли потом при помощи иглы с широким ушком аккуратненько взять и подтянуть хорошенько. Итак, поднятые петли мы провязываем лицевыми. Смотрим, если вот тут такая вытянутая, если отверстие, можно сделать ее двойную, провязать вот таким образом скрещенной. И дальше у меня уже начинается рисунок, и я начинаю вязать рисунок. Все, дальше вяжем по рисунку до поднятых петель. Поднятые петли мы провязываем лицевыми. Итак, девочки, я провязала первый ряд и провязала уже второй ряд четный полностью лицевыми. И вот дальше у меня уже идет третий ряд, уже все у нас здесь аккуратно, уже нигде никаких дырок у нас нет, уже рукав закольцован. И дальше мы просто вяжем с вами по кругу. Итак, от маркера первые 2 петли провязываем лицевой, и вторые 2 петли после маркера тоже провязываем лицевой. Одна и вторая. И дальше уже все петли и с одной и с другой стороны просто вводим в рисунок и вяжем по кругу необходимую длину рукава. Вяжем это все самостоятельно и встретимся уже с вами в конце, когда будем закрывать петелечки. Там после того, как я уже вам показывала, после того, как вы провяжете необходимую высоту основным рисунком, вы должны провязать 7 рядов платочной вязкой. Начинаем с лицевого ряда, лицевой, изнаночный, лицевой, изнаночный, лицевой, изнаночный и заканчиваем лицевым. То есть начинаем с лицевого ряда и заканчиваем лицевым. И дальше будем с вами закрывать петельки. Все, вяжем рукавчик самостоятельно.
Ну вот и все, рукав у меня практически довязан. Рисунком я провязала необходимую длину. Дальше я провязала 7 рядов платочной вязки. Вот закончен у меня лицевым рядом. И теперь начинаем закрывать край рукава зубчатым таким способом. Если низ изделия мы закрывали, провязывая 3 петли вверх, то рукава будем закрывать маленькими зубчиками, провязывая 2 петли вверх. Итак, начинаем мы с первой петли, которую снимаем, вторую провязываем лицевой, набрасываем на нее снятую петлю и еще одну петлю провязываем лицевой и еще один раз набрасываем предыдущую петлю. И начинаем формировать первый зубчик. Значит, в петлю, которая на правой спице, мы провязываем одну петлю и вторую петлю. Дальше ищем основание самой нижней петли и провязываем еще раз лицевой и набрасываем провязанную петлю вот таким образом. И теперь снова провязываем лицевая, перебросили, и еще раз лицевая, перебросили. И снова в эту петлю один раз лицевая и второй раз лицевая. И теперь сюда снова в основание петли лицевая и перебросили. Вот так вот, вот так. Снова 2 лицевая, перебросили, лицевая, перебросили и снова формируем зубчик. 1, 2, находим основание петли, провязываем лицевой и перебрасываем. Зубчик готов. И так дальше. Через каждые 2 петли мы формируем зубчик. 1 петля, 2 петля, ой, выскочила. Так, 2 петля. И формируем зубчик. 1, 2, основание петли и перебросили. Все, таким образом закрываем зубчатым краем до конца ряда. Ну вот и все, рукавчик закончен и довязан. Второй рукав вяжете точно так же, как и первый рукав. А у меня уже футболка готова, осталось только ее постирать, высушить, и можно надевать в наши сейчас теплые солнечные летние денечки. Я надеюсь, что у вас все получится, что мастер-класс был понятным, что вам понравилась данная модель футболки и мое объяснение. Кто еще не подписан на мой канал, подпишитесь обязательно. Кому понравилась модель футболки и мой мастер-класс, ставьте лайк. Кто хочет не пропускать следующие мои мастер-классы, жмите на колокольчик, и вам будет приходить оповещение. А на сегодня у меня все. Я пошла стирать футболочку. Всем пока!